Всем привет! Здравствуйте! Вы на канале Берлин-Берлин. С вами Лидия И Андрей. И сегодня мы в городе Гамбург, северная столица Германии. И этот город, ему мы посвятим целый свой день. Да, мы пройдем по Гамбургу за один день и покажем вам все, что можно увидеть во время пешей экскурсии. В любом случае, мы постараемся не пропустить ни одной главной достопримечательности, о чем вам расскажем в нашем фильме и поделимся своими эмоциями. Обязательно. Будет интересно, оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Идеальным местом для старта может являться автовокзал или железнодорожный вокзал, которые расположены рядом друг с другом. От автовокзала мы направляемся по торговой улице Мёнкебергштрассе, и первой достопримечательностью этой улицы является торговый дом Левантенхаус. Это обновленное историческое здание с потрясающими интерьерами. Даже если вы ничего здесь не купите, он достоин того, чтобы его посетили. А вот здесь, за этим фонтаном, где сейчас расположился Starbucks, раньше были читальные залы, открыты библиотеки города Гамбурга. Идем дальше, и нашему взору открывается вид на церковь Святого Петра. Очень рекомендуем заглянуть внутрь и, преодолев чуть более 500 ступеней, подняться на башню. Если вы боитесь высоты, конечно, лучше этого не делать, так как иногда во время сильного ветра ощущается легкое покачивание. Во всяком случае, я, человек, который ужасно боится высоты, поднялась туда лишь один раз. Мне хватило. И, наконец, главная достопримечательность города Гамбурга – городская ратуша, мэрия города Гамбурга. Потрясающее и невероятное, запоминающееся и впечатляющее сооружение в стиле барокко. Ратуша была построена в XIX веке. Ее барочная башня высотой 112 метров. В нишах располагаются скульптуры императоров. Обычно можно войти внутрь здания через кованые ворота, чтобы увидеть внутренний колонный зал. Но в этот раз в мэрии был прием, и нас не пустили. Предложили подождать или прийти позже. Но мы решили не терять время, так как наш маршрут был рассчитан на один день в Гамбурге. Поэтому мы обошли здание и вошли через арку во внутренний двор. Внутренний двор гамбургской ратуши ни в коем случае не уступает фасаду по своей красоте. Здесь вашему взору предстанет фонтан, в центре которого стоит красавица, а у ее ног – дракон. Но речь идет не о красавице и чудовище, а о гигиене, чистоте и о холере, бушевавшей в Гамбурге в XIX веке и унесшей более 8000 человеческих жизней. Мы уверены, что вы уже догадались, девушка – это гигиена, а дракон – это поверженная ею болезнь. За моей спиной вы видите колокольню церкви Святого Николая в городе Гамбург. Это колокольня высотой 150 метров. Конечно же, во время Второй мировой войны она, так же как и весь город, очень сильно пострадала, но в 2017 году ее отреставрировали, и на реставрацию потратили практически 14 миллионов евро. Также создали такую смотровую площадку, на которую можно подняться буквально за 5 евро на высоту 76 метров. И там вам откроется вид на ратушу, на Шпайхерштадт и, конечно же, на филармонию города Гамбурга. А теперь мы попали с вами в центр старого города.
Дайхштрассе впервые упоминается в начале XIV века. Здания, которые чудом здесь сохранились, датируются серединой XIX века. Они были построены для простых жителей города Гамбурга, рабочих и моряков, так как именно здесь располагался первый порт Гамбурга и центр старого города. В 1871 году Отто фон Бисмарк объединил все германские земли и превратил их в единую империю. Гамбург стал частью этого и лишился статуса свободного города, то есть города беспошлинной торговли. И только через 17 лет после многочисленных переговоров смогли вернуть этот статус. И именно тогда начинается строительство складских помещений, которые вы видите вот за моей спиной. Красные красивые здания, в которых находились хранилища, где хранили кофе, чай, персидские ковры. В общем, все самые дорогие прелести того времени. И можно сказать, что этот порт, вернее, эта часть складских помещений, Шпайхерштадт, она немного, конечно же, пострадала во время Второй мировой войны, но тем не менее ее очень быстро отреставрировали, и это все существовало и работало вплоть до 2013 года, хочу заметить, то есть совсем недавно. И на сегодняшний день это скорее офисы, различные музеи и даже есть частные квартиры. Ребята, наконец-то мы добрались до самой современной достопримечательности Гамбурга – филармония на Эльбе. Она находится в порту. За моей спиной вы имеете возможность ее увидеть. Особенность этой филармонии заключается в том, что в 2005 году, когда планировали ее строительство, город выделил из бюджета целых 77 миллионов евро. И этих денег посчитали будет достаточно. Но по окончании строительства сегодня сделали уже ревизию, подвели итоговую сумму, вышла в 10 раз больше – 780 миллионов евро. Это одно из самых дорогих строительств города Гамбурга. А сейчас мы поднимемся на совершенно бесплатную смотровую площадку, которая расположилась в здании филармонии. Отсюда, со смотровой площадки филармонии, открывается шикарный вид на самый большой морской порт в Германии и третий по величине в Европе – порт города Гамбурга. И, наконец, центр ночной жизни Реппербан. Здесь по вечерам играет громкая музыка, открывается ряд увеселительных заведений и начинает свою работу так называемый квартал красных фонарей.
Когда-то очень давно, еще в 17 веке, здесь, в Гамбурге, существовала так называемая гильдия мелких предпринимателей. И они заботились не только о членах своей гильдии, но и о их семьях. А тогда по закону, если, например, мужчина умирал, его магазин дальше женщина вести не имела никакого права. И вот гильдия для того, чтобы новый предприниматель мог занять место умершего, и чтобы жены ни в чем не нуждались, они создали вот так называемые квартиры для вдов. Так и называют их вдовьи квартиры. И самое интересное, что эти квартиры они получали совершенно бесплатно, их снабжали дровами на зиму, чтобы им было чем отапливать, а также платили им пенсию. Это было на самом деле достижением того времени. Вдовьи квартиры сохранились на сегодняшний день, их можно увидеть. Здесь есть небольшой ресторанчик, который можно посетить. Ну и, конечно же, как и везде, купить небольшие, но памятные сувениры. Ну что ж, наш день в Гамбурге подошел к концу. Мы получили огромное удовольствие, правда, ног не чувствуем, потому что прошли по городу Гамбургу пешком. Если, наверное, посмотреть, я думаю, за эти 7 часов мы километров, наверное, 15 точно прошли, а может быть и больше. Да. Может быть, не знаю, надо будет потом проверить, но в любом случае мы хотим сказать, что мы посмотрели все основные достопримечательности этого города и посмотрели их пешком, не используя общественный транспорт. Гамбург за один день, это тоже возможно. Да, и вы получите огромное удовольствие. Кроме того, мы не заходили ни в церкви, ни в музеи, а это можно включить в свою программу, просто немного, чуть-чуть больше времени вам понадобится, чем 7 часов. Но в любом случае, какой маленький такой плюсик в Гамбурге, да, что достопримечательности основные, центральные, которые располагаются в городе, они находятся от железнодорожного вокзала или автовокзала до порта. Несколько достопримечательностей, но до них можно дойти пешком, как мы и сделали, вдовьи квартиры и Рипербан. Это немножко дальше. Ну и по пути вы еще сможете посмотреть красивый парк. Поэтому у кого побольше энтузиазма и желания, вы это все осилите. Дорогие друзья, будем очень рады вашим комментариям. Не забывайте подписываться, нажимать... Ставьте лайки или дизлайки, это также дает возможность Нет, лучше лайки, лучше лайки. Развитие нашему каналу. В любом случае, мы с вами и будем снимать дальше новые видео. Оставайтесь с нами. Будем очень рады видеть вас в качестве наших зрителей.